Что вы сделаете, если ваш новорожденный малыш чихнул? Ну, конечно, улыбнетесь и беззаботно скажете «будь здоров». Но если вы заметите, что ребенок чихает по несколько раз в день, то наверняка начнете волноваться на этот счет. Сразу же возникает вопрос, означает ли это, что со здоровьем младенца возникли какие-то проблемы? Ответ можно найти, только установив причину, почему новорожденный чихает. Итак, что же скрывается за младенческими чихами? Чихание – это норма. Чихать малыш умеет с самого момента рождения, ведь это, безусловно, рефлекс. Его предназначение – защищать дыхательные пути от попадания инородных предметов. Любая частичка, оказываясь в носике, приводит к раздражению нервных окончаний на его слизистой оболочке, что и вызывает ответную реакцию. Частое чихание новорожденного можно объяснить некоторыми особенностями его организма. У него еще не очень хорошо согласовано взаимодействие дыхательной и нервной системы, и ребенок начинает чихать практически от любого раздражителя. Иногда даже можно заметить, что новорожденный чихает, когда из теплого помещения попадает в холодный воздух или если его вынести на яркий свет. Носовые проходы у новорожденного узкие, поэтому даже самые мелкие частички могут провоцировать чихание. В течение первых 2 месяцев карапуз знакомится с нашей атмосферой. В это время микрофлора слизистой носа интенсивно заселяется микроорганизмами. Если в какой-то момент их накопится слишком много, то новорожденный начинает чихать, чтобы избавиться от лишних бактерий. В период новорожденности носовые проходы младенца обильно покрыты слизью. Иногда он чихает просто, чтобы прочистить носик от слизистых выделений. Чихание может появляться и во время кормления грудью, что объясняется особенностями строения носоглотки новорожденного. Когда малыш сосет грудь, у него изредка появляются щекочущие ощущения в носу. Все эти факторы провоцируют так называемое физиологическое чихание. Новорожденный может чихать до 20 раз в день, и это специалисты считают нормальным явлением. Опасаться за здоровье младенца в таких случаях вам совершенно не стоит. Как только карапуз немного подрастет, его организм научится справляться с подобными проблемами. Чихание – это реакция на внешние раздражители. Однако есть и другие причины, почему новорожденный часто чихает, которые заключаются в воздействии внешних факторов. Перечислим основные из них. Когда в детской комнате слишком сухой воздух, в носу новорожденного образуются корочки. В процессе дыхания такие козявки мешают и беспокоят слизистую носа, чем вызывают чихание. Присутствующая в воздухе пыль тоже часто провоцирует чихание. Она может накапливаться на игрушках, мебели, предметах декора и в помещении. Резкие запахи приводят к непроизвольному чиханию у новорожденного. В таких случаях без помощи родителей младенцу не обойтись, ведь чихание пройдет только после устранения раздражителей. Чихание – симптом болезни. Отдельно стоит обратить внимание на самые неблагоприятные ситуации, при которых необходимо принимать безотлагательные меры, потому как часто чихают новорожденные и в результате простудного заболевания. При этом у ребенка можно будет заметить некоторые другие симптомы развития болезни: повышение температуры, насморк, плохой аппетит, капризное поведение. Еще один фактор, вызывающий простое чихание у новорожденного – это аллергия на шерсть, пыльцу, еду, средства по уходу. В таком случае можно также наблюдать слезотечение, покраснение глаз и сыпь на коже. Теперь, когда понятно, почему чихает новорожденный, осталось разобраться с рекомендациями по поводу того, что делать в этой ситуации. Необходимо следить за микроклиматом в помещении, где малыш находится большую часть времени. Чтобы поддерживать нужный уровень влажности, можно установить увлажнитель воздуха, поставить в комнате влаголюбивое растение или аквариум, повесить возле отопительного прибора влажное полотенце. Чтобы избавиться от пыли, надо регулярно проводить влажную уборку, пылесосить ковры, проветривать одеяло, чистить игрушки. Лучше вообще первое время держать мягкие игрушки, пушистые ковры или одеяло подальше от новорожденного. Также важно ежедневно проветривать комнаты. Будет лучше, если для вентиляции вы будете
будете открывать только те окна, которые не выходят на проезжую часть улиц или пустырь. Таких мест нужно избегать во время прогулок с ребенком. Рекомендуется регулярно чистить носик новорожденному, ведь сморкаться он пока еще не умеет. Важно в данном вопросе не переусердствовать. Нельзя полностью удалять слизь из носа, ведь она служит естественным барьером от вредоносных микробов. Для профилактики появления сухих корочек в носу следует периодически закапывать в каждую ноздрю физраствор. Естественно, нужно следить, чтобы рядом с младенцем никто не курил. Также желательно оберегать новорожденного от неприятных или резких запахов. Тщательно выбирать средства по уходу за новорожденным. При подозрении на аллергию необходимо как можно быстрее установить, что именно провоцирует такое состояние. В младенческом возрасте чаще всего аллергия возникает на продукты питания. Если чихание является симптомом простудного заболевания, то обязательно следует посетить врача. Для родителей, действительно заботящихся о здоровье и хорошем самочувствии своего новорожденного, совсем несложно будет выполнять такие рекомендации. Тогда карапуз будет чихать только от того, что ворсинка пеленки случайно попадет ему в носик. Будьте здоровы вы и ваш малыш.